Будапешт у нас дома. Да, Будапешт да. дома, двоеточие. Всем привет! Вы на канале Рукавешка, канале про путешествия, историю и культуру. Сегодня мы гуляем по набережной Дуная и городу Земун. Точнее, он был городом до 30-х годов прошлого века, а сейчас это необычный и самобытный район Белграда. Мы прогуляемся по набережной, сходим на самый настоящий колоритный балканский рынок, посмотрим на следы Австро-Венгерской империи и многое-многое другое. Ну что, ныряем внутрь города-района Земун. Оттуда из Ратного острова приходят кабаны. Пожалуйста, здесь победили чуму. Длинный коридор, в нем болтается лампочка. Тут люстра, висит. И вот еще старая славянская традиция навешать кондиционеров на фасады. Прекрати это делать. Остановитесь. Полиция нас обошла с другой стороны. Отличные шары в огне. На этих съемках, да, Вова пострадал, сломал себе обе ноги, но не издал ни звука. Еще из окна выпал и Еще выпал загорелся. из окна и загорелся. Можно обедать с видом на Дунай. Видимо, пап не работает. 1763, пожалуйста. Офигеть. Ну, в какие-то туры Земун обычно не входит. Мы сейчас въезжаем в ту часть, которую строили мужики без депрессии. Вот. Бре, я бы te hitno. Это был краткий курс сербского языка от Вовы. Вот скотина, а. Не знаю, кто эти ребята, но снимает их хозяин Бруно. В общем, с вами сегодня Анатолий, моя камера, два Владимира, один снимает, другой вот здесь стоит. С ним мы еще снимем отдельный ролик, поэтому не переключайтесь. А с Иваном мы сегодня пойдем погуляем по, я бы назвал это даже отдельным городом в городе, город Земун. Когда-то это был венгерский приграничный город, он находился на границе с Белградом, а сейчас он стал районом Белграда, но венгерский дух и венгерская история в нем осталась. Поэтому, Иван, ты как историк и айтишник-историк, Историк IT. IT, проводи нам, пожалуйста, эту экскурсию. Ну, Так, ты, в общем, кругами мы- бегай, а я буду снимать отдельно вот Ивана. Собственно, что сказать. Мы стоим в начале Земуна. С той Так. стороны у нас Новый Белград. Ага. Но эти башни уже считаются юридически Земуну. Но Ну, Тито тут прямо, да, да. но понимаем мы головой, что это все равно еще кусок Нового Белграда, а Земун начинается здесь, как бы, да. Ага. Мы стоим на Земунском кее, это набережная Дуная, соответственно. Уходит она вот туда далеко. До Нового Сада, скажем, уходит. Ну, практически до Нового Сада, да, можно здесь погрузиться на лодочку и поплыть. Здесь просто как прогулочная зона, какие-то остатки былой индустриальной роскоши. Это ты про Ну, что? вот какой-то завод, я не знаю, наверное, что-то он когда-то А я только хотел сказать, производил. смотрите, какое красивое венгерское здание. Венгерский красивый завод, то есть по производству венгров. Так как это край Земуна, да, Мгм. возможно, это что-то было относящееся к таможне, наверное, да. То Или есть, к поездам, да? Да, либо к поездам к железной дороге, но там вот дальше, вот там вот есть целый район, который тоже граничит с Новым Белградом, он даже в него так чуть-чуть заходит. Это район улицы Первой Пруги. Первая Пруга, это имеется в виду первая железная дорога, которая здесь была построена. Из Земуна... Вернее, наоборот. Наоборот, Из Вены до Земуна она из шла. Вены до Земуна, там она заканчивалась вокзалом. Мгм. Там был большой вокзал, всякие пагаузы. Собственно, на его месте была построена гостиница «Югославия», которая уже снесена. Уже снесена. Идет кругом одно сплошное развитие. Строят, сносят, строят, сносят. Вот. Ну, пойдем дальше. Пройдемся, здесь вот красиво, осень. Вот там Ты лебеди. живешь в Земуне. Я живу в Земуне, не в исторической части живу, потому что здесь, конечно, классно, красиво, но жить хочется где-то в более цивилизованном месте. Ну, Вот. где у тебя, наверное, есть какие-то, знаешь, магазины в доступности. Обычно в центре с этим очень плохо. Не, кстати, здесь-то, кстати, с магазинами вопрос нет, потому что мы сейчас увидим, тут есть рынок прямо в самом центре. Мгм. И Земунский рынок считается одним из лучших в Белграде. Многие сюда приезжают из других районов, да. А вон у вас там лабуды. Лабуда Да. это лебеди по-сербски, для тех, кто не знает. У меня с Земуном, связана история. Я когда прилетел в Белград, я ничего не знал о Белграде и жил на краю Земуна, там, в частном секторе, примерно где ты сейчас живешь, чуть подальше. И я сел на автобус первый день, надо же поехать посмотреть. И еду, вот, дома какие-то, сельские постройки переходят в спальный район, еще не приехал.
Потом смотрю, опа, центр какой красивый. Наверное, я уже в центре Белграда. И я не успел посмотреть по карте, уже открываются двери, я из автобуса выбегаю такой, блин, круто, смотрю по карте, я вообще не в центре Белграда, я где-то на краю, в другом месте. И получается, здесь есть исторический центр в Белграде. Свой, да. Потом идет Новый Белград с блоками, спальный район, и потом снова еще один исторический центр. Ну да, отдельный город в городе получается. Ну, то есть, если учесть, что он был раньше абсолютно самостоятельный, да, Да. то сейчас это просто, ну, смотрим на это как на, так сказать, на сателлит, наверное, да, то есть... Какие у нас примеры ну, вообще есть в России? Примеры сателлитов, не знаю, там... Что у нас там к Москве относится такое? Мытищ. Мытищи. Вот. Или Или, венгерские мытищи. да, или в Питере, например, не знаю, что у вас там есть в Питере? Тосно какой-нибудь. Пушкин у нас есть, но он все равно отделен от города. Он Хоть и отделен, считается да. городом, но там надо еще проехать на электричке какое-то время. Химки, окей, хорошо. Химки вообще в Москву стыкуются, да, например. Ну То да, есть, да. Ну вот что-то вот такое. Наверное, как Химки, короче. И причем, что самое интересное, я живу в жилищном комплексе, он новый, построен посреди частного сектора. То есть у меня вроде как все блага цивилизации, там подземный паркинг, магазинчики, внутри ресторанчики. Барберные всякие, да, Да, ресторанчики. да. Но при этом утром я слышу кричащих петухов. У меня там какие-то там птицы поют. Слушай, И- да, это круто. И за счет того, что мы выше стоим чуть-чуть, у нас нету смога, нету дыма. Да, надо объяснить, Всегда что в приятно Сербии топят зимой дровами, углем и всем, чем только можно. Покрышками, углем, Это черным углем, красным углем, активированным углем. активированным точно топят. Не да, активированным когда потом углем. желудок у тебя сводит от дыма. Да, у нас этой проблемы нет. И большой плюс, что мне еще очень понравилось, что все равно здесь я вроде как за городом практически, Мгм. но при этом я сажусь на автобус, 20 минут, я в центре города, уже Белграда, соответственно. Уже большого, столичного Да, такого то есть города. я хочу пойти потусоваться. Вот, сажусь на другой автобус, полчаса, я в Бруно-баре, например. Ну, что говорить, все хорошо. Все, да. Ну, тут, знаешь, наверное, даже Химки, конечно, я ни в чем не умаляю крутость Химок, хотя я там не был ни разу. Мне кажется, что, знаешь, если, например, вот Земун и Белград, как они друг к другу относятся, это если в России взять Выборг Вот, и да. встроить его в Москву. Ну, кстати, да, что-то так. Я, кстати, согласен, да, то есть у тебя кусок схожий, но какой-то другой все равно культуры. Вселенной, да, абсолютно. Да, и архитектуру, и он встраивается в Москву, Москва его потихоньку начинает поглощать. Янка себе. О, слушай, прям совсем старые-старые. Удивительно уезжать из Воеводины и встречать в Белграде, который был под турками, а не под венграми. Вот такие памятники. Ну, Земун под турками никогда не был, поэтому здесь мы Всё. всегда дышим свободнее, чем в Белграде. Вот, и достаточно снисходительно относимся к Белграду, все-таки это такое. А это традиция, мне кажется, когда районы Да. друг с другом Я уже этим соревнуются. проникся, короче, да, то есть это впитал в себя. Ну, здесь своя атмосфера, реально, то есть мне очень нравится. Так вот с таким, конечно, променадом вдоль Дуная, мне кажется. Вообще, вся хорошо, когда есть река. Ну, показывает, что здесь еще у нас есть. Ну, а вот мы сейчас как раз налево свернем, пойдем рынок посмотрим. Мы как раз до него дотопали, и там как раз будут самые колоритные лучики. Ага. То есть мы тут удачно. Этот очаровательный район Белграда на протяжении веков был отдельным пограничным городом. Его история уходит корнями во времена Римской империи, когда здесь стояло поселение Таурунум. Но самый яркий след оставила Австро-Венгрия. На протяжении столетий Земун, или Землин, как его называли австрийцы, был последним городом Габсбургской монархии на южной границе. Прямо через Дунай, где сегодня стоит Белград, начиналась Османская империя. Взаимоотношения Земуна и Белграда с XI века были непростыми. В 1127 году венгерский король Стефан II разрушил Белград, чтобы использовать камни для укрепления крепости в Земуне.
Спустя почти 30 лет, в 1154 году, византийский император Мануил I разрушил уже Земун, чтобы вернуть камни и восстановить Белград. Земун всегда обладал особым хулиганским шармом и сильным местным патриотизмом. Самая известная местная шутка – это вечное дружеское соперничество с Белградом. Настоящий земунац, житель Земуна, до сих пор скажет вам, что он едет в город, Идем-Уград, когда направляется в центр Белграда. Местные считают себя более центральноевропейскими, более спокойными и культурными, чем суетливые жители большого города. Бани не видно, да? Так надо вниз, он на машине там стоит, скорее всего. Ага, окей. Ну, он встречать нас придет. Да. Все, помашем рукой поезду и пойдем вниз. В общем, для тех, кто тут не был, вот так выглядит. Тут автобусная станция. Тут мужики стоят. А там вон наверху, оттуда мы пришли. Слушай, я в машинах ничего не понимаю, но Top Gear люблю. Слушай, ну, кстати говоря, это XC90, и это одна из основных машин была в гараже Кларксона. Типа, вот семью возить, бабушку, короче, на дачу, вот это вот все. Так, для начала расскажи, кто ты, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Вот, меня знают как Иван Александрович. Иван Александрович. Да. Вот, кто-то считает, что это моя фамилия. Вот. Александр. А я ее еще в Телеграме написал по-сербски, короче. То есть у меня отчество стало как бы таким ником. Ну, по сути, исторически это тоже были отчества раньше, да. 3 года живу в Белграде, переехал сюда после того, как что-то случилось. Угу. Переехал сюда достаточно комфортно. Меня как котика, моя любимая компания, пересадила в переносочку и привезла в Белград через Стамбул. А котика на самолете везли в багажном отделении? Ну, котика везли на самолете, да, с 2 пересадками, было весело, как бы, но не такие приключения, как там вот у Вовки, например. Вовка штурмовал Верхний Ларс. Я спокойненько, то есть, сел в самолет, прилетел в Стамбул, пару дней там потусовался, потом мы прилетели в Подгорицу. Там несколько часов еще потусовались и на чертолете таком страшном прилетели в Белград. А, да, я летал такой, с винтами такими. Да, мы еще попали в грозу. У нас там коллега летал по салону просто как кукла, потому что он худой, он вылетел из ремня, короче. То есть, ну, какие-то приключения. Слушай, ну, всем бы такие переезды, на самом деле, да. Ну, да, то есть я не жалуюсь абсолютно. А кем ты работаешь? Я айтишник. Айтишник-историк, получается. Слушай, у меня вышло так по жизни, что да, я действительно имею историческое образование, и я тут переводил на сербский диплом, подал, и смотрю, у меня там написано профессор истории. И я такой, я профессор. С семьей, с женой, с ребенком живем в Белграде вот уже 3 года. Ну вот давай, расскажи, вот куда именно мы едем и чем примечателен Земун. Для меня это, конечно, удивительное место. Вот. Едем в Земун. В Земуне мы поселились, получается, наверное, где-то в мае 23-го уже. Мы успели пожить в Новом Белграде. Сдавали там хорошую квартиру, нам понравилось. У нас проблема снять квартиру, потому что у меня ребенок и собака, кошка. Собака, в принципе, сербов устраивает, с кошкой вечно проблемы, потому что они не понимают, что, типа, кошка может просто спать и никого не трогать, потому что она старая. Она будет обязательно что-то Она обязательно что-то будет портить. Живем в Земуне, замечательное, на мой взгляд, место, то есть, получается, ну, не знаю, будем мы там сегодня, не будем. Вот, мы живем уже с краю Земуна, это ближе к Алтине, у нас такой там... Алтина это что? Алтина — это совсем задница Земуна, то есть в районе, где станция Земун, там, она получается, то есть Земун разделен автопутом, это уже туда за автопут уходит, как бы, да. Ну, рынки, кстати, можешь заодно рассказать про рынки в Сербии, потому что я нигде об этом пока не рассказывал. Ну в Сербии очень распространенная такая вещь, именно рынки такой старой школы, да, будем так называть, по-сербски пьяц.
Да. Вот. Пияца, да, не как- Пьяцца, да, да, не как- не как пьяцца в Италии, да, площадь, а пьяцца. Что здесь? Обычный фермерский классический рынок обычно, да, на котором продают шмотки, продают овощи, фрукты, Мгм. вот. Потому что, ну, в Москве, там, в Питере рынки сейчас переродились в такое модное, гламурное место, да, где там всякие фудкорты, всякое Да. такое. Вот, а здесь это именно классический рынок. Здесь еще надо заметить, что в обычных продуктовых магазинах в Сербии продуктов того качества, которые ты купишь на рынке здесь, ты не найдешь. Ну да, если говорить, короче, как я, например, делал, да? Если мне нужно мясо, я иду в Мессору, короче, покупаю мясо там, да? Да, и всё- если мне нужно молоко, Все по отдельности, да. если мне нужен творог, я иду в Млекару. А если мне нужны овощи, я еду на рынок. Но овощи, еще что-то там, да. Иногда я мясо тоже беру на рынке. То есть, по настроению, потому что все Ну, равно рыба, например, да. хочется высокого, хорошего качества, да, и все равно ты приходишь на рынок и здесь получаешь то, что хочешь. Поэтому, Ну, да. Каких-то флешбеков из детства с рынком Теплый стан, куда мы с родителями ездили. Я честно говоря, не Теплый стан, это же где-то ближе к ловлю. Сочи, да? Не, почему? Это московский рынок. Московский. Да. Вот ряды, пройдемся, не знаю. Пошли их посмотрим. Да. Я сюда тоже зашел, когда первый раз приехал. И я, конечно, немножко прибалдел. Это вот... Ну, уже, во-первых, сейчас сколько? В 12:30, они уже к Да, закрытию. уже, да. Сюда надо утром приезжать. Утром самый движ. Вот там ряды, там мясо в основном, да? Вот. Пара ресторанчиков. Тут, например, ресторан этот находится известный. Как ресторан, кафе, наверное. Претов. Прям на рынке. Да, прямо на рынке ты бронируешь столик, тебе нарезают печенье, наливают просекко, и ты сидишь, ешь печенье. Печенье это не в русском варианте печенье, да, там вот это вот, как сладость. Да. Здесь печенье это свинина, жареная на вертеле, как бы, да. Вон рыбы какие. Да. То есть ты прям на рынке поел Пойдем, подойдем посмотрим. и пошел дальше, типа? Да, легко. Слушай, у нас в Субботице на рынке только рюмочная с алкашами находится. Вот, пожалуйста, вайн-клуб, люди сидят, могут взять Офигеть, винишко вот это круто. попить. Вот. Это вот столичные вайбы, короче, когда Да, в рынок да. встраивается что-то прям бар и шоп. Класс. А там оранжевое Претов. есть? Не должно быть. Зайдем, может, посмотрим, есть там оранжевое. Имате ли оранж вайн? Da. Да? О, Ovaj srpski, Aha. Lada, i ovaj slovenački rizling. славяночка. Можем мы догладим. Сербское оранжевое вино, нифига себе. Da, baš je dobro. Супер. И колико je košta? Čekaj da vidim. Ага. Izvini. И словенский isto treba. U slovenački je savršen, on je malo skup. Skup, да. 1890. Koje vreme rada u vas? Od 10 do 3. До 3. Ага. Još dođem. Hvala. Važi. У них есть оранжевое вино. Мы в Субботице с Наташей нигде не могли найти вино. Пришли на рынок, блин, Ты в купил? Земуне. Нет, я попозже зайду, когда будем обратно идти. Вот, Зашел в Земун, блин, на рынок, у них оранжевое вино продается. Вот, а это ресторан Претов здесь, как ресторан, кафе Претов. Бронируешь у них заранее столик, и тебе подают печенье с просекко. Офигеть. Мне все больше хочется переехать в Земун. Я уже знаю 2 причины сюда. 3. У вас есть лебеди. 4. У вас есть Дунай, лебеди, просека с печеньем и оранжевое вино. Это прям полухипстерское уже такое, да. Ну, что-то такое, да. Но при этом цены нормальные, как бы. Ну да, да. Все здесь покупаем. Оранжевое я точно возьму. Здесь вот кофейня, здесь вот кофе. Разный. Запах-то какой. Извините, Да. Слушай, класс. уже русские. В общем, да. О, смотри, Тёма. Где? Вот это? Точно. Тём, тебе привет. Винильчик, смотри, Брайан Адамс. Вининчик даже есть. 1500 за Брайана Адамса. Что-то за Брайана Кстати, Адамса я не знаю, на что мой это вкус такое. многовато. Эрик Клэптон, Эрик пожалуйста. Клэптон, да.
Отличные шары в огне. Это какой-то, ну это, наверное, это саундтрек какого-то Скопанк фильма. какой-нибудь, может быть? Нет, это саундтрек Motion Pictures, да, да. О, смотри, Блюз Вордов Эрик Клэптон. Опять Тут что у нас? Еще Эрик Клэптон. Ну, Тут кто-то был прям фанатом Эрика Клэптона. Гарри Мур. Короче, блюз чувак любит. Да. Блюз и какая-то музыка 80-х. О, тут что-то, ничего смотри, не прям в стилистике югославской. Харт. Канзас. Прикольно. Род Стюарт. Ну, оно запиленное все. Ну, все равно как бы У меня, кстати, за полторашку можно купить. мечта купить себе этот У меня самый тоже, я все не могу. проигрыватель. А еще же здесь они стоят все копейки вообще. Проигрыватели, в Да, смысле? да. Тут винтажный вот это вот весь хай-фай, он стоит просто кум по сравнению с Россией, да с Европой даже. Ого. То есть ты ты для меня на открыл. 300 евро можешь себе собрать какой-нибудь техниксовский комплект нормальный, усилитель, вертушку, там дека какая-нибудь. Единственное, что Офигеть. колонки стоят достаточно дорого, надо поискать, а вот именно вся вот стоечка, да, Слушай, она по-моему, будет- колонки везде дорого стоят, да. да, и смотришь по бэушкам, смотришь, народ даже на бауляк ездит, короче, на вот эти вот, на блошиные рынки. Угу. Вот, и берет эту технику, и она хорошо работает, ее там обслужил, и все. Ну, это вот наследие югославского социализма, да, когда все было, Да. но вот, и ничего им за это не было. В общем, делая вывод, вы должны, просто обязаны сходить, не обязательно на Земунский рынок, но если вы приезжаете в Белград на рынок, это обязательно. А я не знаю, Вов, на Калиниче есть такие кафешки? Нет. Мне кажется, это местная какая-то. То есть Земун, он еще и... Да, ну, в Новом Белграде рынок, он просто большой, ну просто рынок и рынок, да. А вот именно, чтобы какие-то как кафешки, вот действительно, мне кажется, только в Земле. Инфа не сотка, как бы, да, то есть, ну... Вот и мы, кстати, вышли на центральную площадь. А, это центральная площадь. Это главная центральная площадь, вот там вот храмушек этот вот, который там, он же и ратуша был, по-моему. Угу. Справа голубенькое это отделение полиции. Ты в нем зарегистрирован, как иностранец? Ну, первый земунский белый картон я здесь получал, да. Ага. В общем, получается, что главная площадь здесь совмещена с рынком. Да, причем там был ремонт, там копали, и весь рынок был здесь. Ага. Ну, в целом, это старая такая европейская традиция. Площадь, это же тырк Ну, по-сербски. Это торговое место. Так что, да. Земун был военной границей, специальной буферной зоной. Здесь процветала торговля, ремесла, строились католические церкви и аккуратные дома в стиле Центральной Европы, которые мы видим и сегодня. В 1871 году Земун получил статус свободного королевского города, что дало ему еще больший толчок в развитии. Все изменилось после Первой мировой войны. Австро-Венгрия распалась, и в 18 году Земун вошел в состав нового королевства сербов, хорватов и словенцев, будущей Югославии. Из вражеского пограничного города он превратился в соседа. В 1934 году Земун был официально присоединен к Белграду, став его районом. Даже сегодня, гуляя по его улицам, вы чувствуете, Земун — это не совсем Белград. сейчас мы проедем, кстати, через Новый Белград, мы уже в него, по сути, по нему едем, Ну, еще да? такого тут прям нету. Но мы сейчас въезжаем в ту часть, которую строили мужики без депрессии, вот эти вот. Вот эти вот треугольные дома сейчас будут. Это 60-е блоки, то есть, ну, на мой взгляд, одна из самых мрачных частей Белграда. То есть вот эта часть и 23-й блок, где там огромные вот эти... Ну, прям напротив станции. где Да, мы были сейчас. да, брутальные дома эти стоят. Вот я там пытался смотреть квартиру, даже туда приехал, там какой-то был вечер, такой какой-то
длинный дом, сквозь длинный дом идет длинный коридор, в нем болтается лампочка, короче, какие-то стены изрисованы, такой, я не хочу здесь жить. А здесь, ну, в целом, то есть, как бы, наверное, тут, ну, люди живут, как бы, да, но по мне очень депрессивно. У меня вот там вот чуть подальше офис раньше был. Ну, это И- очень похоже, да, на наши спальники. Но у нас они гораздо более депрессивные. Здесь как-то люди живут и живут, в общем-то. Здесь спальники, Но- они такие какие-то человекоориентированные, потому что вот даже когда мы жили в 33-м блоке, там тоже такие панельные дома, ну там как-то классно все сделано, прям вот по-варламовски, короче, да, там, то есть, там двор без машин, красивая стеклянная входная группа, короче, вот это вот, внутри там какие-то площадки спортивные, Да-да-да-да-да. все это как-то продумано, ну как-то все такое, это, так сказать, панельки здорового человека, в отличие от панелек курильщика, которые мы наблюдаем всегда в России, да, то есть, где, ну, неприятно, вот, а здесь приятно. А я как-то вот как раз в том вот 23-м, да, ты говоришь, блок, Да, да, который да, да. напротив. Я там прятался от ливня с грозой, Ага. и я просто полчаса шарахался внутри этого блока, не выходя ни разу под... Да. Это очень круто. Я посидел на площадке под крышей, и походил по этим коридорам, вышел вообще с другой стороны Нового Белграда. Сейчас даже вот специально небольшого крюка дам, посмотрим вот эти вот дома, которые строили мужики без всякой депрессии. Вот, потому что это справа Дельта-Сити, оно здесь такое достаточно миленькое. Ну и вот начинаются вот эти вот самые... Да, вот оно. Это достаточно легендарная история. Их всегда видно, когда подлетаешь в Белград на самолете. И сразу они- такой, о Да, они вот стоят, как бы, и ты такой, опа, понятно. Это вот Судью Дредда снимать, мне кажется. Вот такая. Помнишь, был ремейк, да, Судьи Дредда в таком каком-то доме страшном, брутальном. Вот это вот. Можно снимать Судью Дредда, можно снимать не знаю, какой-нибудь Бегущий по лезвию. Да, ну такой постапокалипсис. Да. Вот так. Хотя, вот снизу оно выглядит еще тоже, тут все такая зелень. Тогда, вон за есть, аллея, да. все красиво. Да, машины, места есть, люди паркуются, то есть тоже все вот продумано, но вот как-то со стороны... Ну это стиль, да, к нему надо, конечно, привыкнуть к этому стилю. Да, это выглядит прям своеобразно. Вот, у меня план в голове проложен. Ну как план, то есть у меня когда знакомые приезжают какие-то, я всех таскаю. Ну вот, и мы обязательно всегда ездим в Земун, потому что, ну, во-первых, у меня дома близко, а во-вторых, получается, что есть что посмотреть, и обычно туда никто не доезжает даже. То есть как-то либо доезжают, смотрят эту башню Гардаш, сверху фоткают красиво и уезжают. А это же вообще целый отдельный город был. Да. Территория, дошла после Первой мировой войны. Это было все, получается, частью Великой Венгрии. Он большой, о которой сейчас мечтает Орбан. Серьезно? Да, ты что, тут же был скандал целый. Ну как скандал, то есть такая... Так, давай, интересно, новости Там пошли. была пасхалочка, Орбан ходил на какой-то там то ли футбол, то ли там баскетбол, я не знаю, у себя в Венгрии. У него был шарф роза фанатская, на которой все заметили нарисованную карту Великой Венгрии, Ага. к которой относится, собственно, вот эта вот и часть Сербии, там и часть Румынии. Скорее всего, это обычная штатная роза фанатская, да. Ага. Возможно, там фанаты, я просто, не знаю ничего о фанатском движении. Ну да. В Венгрии они, возможно, что-то там считают, что Ну, в общем, есть единая Великая Венгрия, и она... дадим совет политикам, смотрите внимательно, что вы на себя надеваете. Кстати, да. Это не простой человек, на тебя смотрят камеры и снимают. Тут надо, да. Да, а Всё потом, продумывать. теории заговора начинаются. Да. Мужики, короче, схлестнулись и обсуждают, где можно купить французские сыры, которые делают не русские подсядь, иммигранты. в смысле... Да, сырный трип. В смысле, просто нам сгонять как-нибудь. Это французские сыры, которые делают русские иммигранты. В Сербии. А в Сербии. Да. Это прям очень И как хорошо. сейчас- Это очень хорошо. И как всегда выяснится, что они еще лучше французских, Да, конечно. потому что французы Сделаны с уже... душой единичный Потому продукт. что французы на технологии уже давным-давно забили. Он просто сам у них там растет, короче. Да, давай. В поле, Да. рядом с виноградом. Ну вот, насчет, кстати, колорита, вон, пойдем дверки поснимаем. Я люблю Пойдем. дверки снимать. Дверки, кстати, я тоже люблю. Я дверки обожаю просто.
Двери это очень хорошо. И вывески вот эти старые с кириллицей тоже очень мне нравятся. Ну вот, кстати, тут тоже такой у нас тут получается какой-то гейдс в другой мир. Пойдем позырим. Очень похоже на субботинские дворы. Ага. Ну, потому что это все одна и та же, в общем-то, история. Кстати, знаешь, что я в Земуне... Подожди, смотри. Мы с тобой зашли просто на улице, как это называется? Люстра Не подъезд, тут люстра, блин, висит. Ну, вон, смотри, пожалуйста, здесь у тебя решеточка, стекла красивые, какой-то Да, витраж. витражики. Там плитка интересная. А это, да, просто подворотня, как бы, ну... Да, подворотня, я слово забыл, подворотня. В подворотне висит, блин, люстра. Как вам такое? Вот эти колоритные дворики, да-да-да. Тут еще вот эти провода безумные. В Венгрии, в Австрии же есть вот эта вот культура, когда у тебя ты входишь в такой, как бы, в такую, ну, это, как это, парадная, наверное, называется, или что? Ну, это? Проход какой-то. Наверное, да. Потом проходишь внутрь этого двора, и у тебя такой прямоугольный длинный двор с такими с балкончиками вверх. Мгм. Вот здесь я такого в Земуне не видел. Ну, во-первых, наверное, из-за малоэтажности, да, а вот в Субботице достаточно Да, много. да. Там тоже шаг в сторону делаешь, и там у тебя такие вот венгерская, австрийская... Галерея такая, да, идет с Австро-венгерская, балконами. венгерская, австрийская красота. Ну, в общем, то, зачем едут обычно в Будапешт, можно получить. Будапешт у нас дома. Да, Будапешт да, да. дома, двоеточие. А здесь, да, такой мини-Питер. Ну, люстра, конечно, которая висит на улице, это круто. Зайти на рынок за овощами и купить оранжевое вино, это прям вот, это шик, мне кажется. Вот это называется шик. Да? Трое из ларца. Пойдем дальше? А рядом еще у цыган мышеловку старую купил, такая вдруг тоже И пригодится. пластинку, да. Вот это Петрович. Да, Бехара Петрович, он там, вывеска есть, история, что типа у нас 21-го года здесь. Ага. Основано. Ну, внутри там ничего такого этого особенного нету. Ну, зато, да. Вот, но 1921. Жалко, только она вся в паутине. аутентично зато. Зато аутентично, да. Единственное, что, конечно, всегда здесь удручает, это вот состояние, да, то есть Да. кто-то следит, у кого-то все аккуратно, хорошо, не лень поштукатурить, не лень покрасить, а кто-то забивает откровенно болт, оно рушится. Ну, это частные дома, ты думаешь? Да, Да? да. Да, здесь очень жесткое законодательство в этом плане. Ты, типа, должен позвать какую-то госслужбу, чтобы она оценила проект, и там, ну, в общем, Вот, пожалуйста, смотри. Острач. остро. О, это точильщик для ножей. Ну да. Острач. Блин, знал бы, я бы с собой нож взял. Молим. Полиция нас обошла с другой стороны. Вон полиция. Он вверх тоже красиво. Да. Вот это все, конечно, привести бы в порядочек. И будет круто. Ну и так круто, конечно. Знаешь, что еще не хватает? Я вот сколько не брожу по сербским городам, и по районам. Вот вроде все круто. Но какой-то хаос. Ну, Дизайн-код. да. Очень не да. хватает. Что вот это вот, что это? В пол здания, Вот, чтобы кстати, все видели тоже. Еще заведение русы открыли, я в субботу был. Вот Мне русы как-то понравилось. аккуратнее делают, видишь? Ну да. Ну, пойдем, у русов спросим. Крадете он на машине? Ну, не будем, конечно, наверное, заходить. Не за этими русами, но... А, Кубана вина. Пожалуйста. У них бельгийские вафли со всякими начинками вкусными. Я, кстати, Мне в Питере прям такое любил понравилось. есть, да, прикольно. Ну, то есть они не только сладкие, они всякие. Да, вот там с лососем, пожалуйста. Лососем. Шунка и сыр. Шунка это, типа, как это, бекон? Печено. Да. Бекон это бекон, а шунка Шунка это, ветчина. да, печеный бекон. Ну, круто. Потом у нас прикольно по субботице идешь, и там, типа, японские суши, и там Сидоров. и владелец Сидоров, да. Настоящий японец. Да, настоящий серб с японскими корнями. Где-нибудь из Питера приехавший. Шешер. Шешеры и кепки. Шляпы. А капитан не кепки, да? Или кепки?
Капи это кепки, да. Ну вот эти, кепи, Кепи, да. Капи, кепи. острые козырьки. Да. Вот аутентичная Сербия, она вот такая, да. Ручная работа. И вписан дом. Это типа 80-е. Да? Да, начало, что-то такое. Наверное, Возможно, кстати, его даже реставрировали просто, да. Не, мои впечатления о Земуне примерно как о Субботице. Только рынок круче, конечно. Но у нас есть Бувляк. Здесь тоже есть Бувляк, только он в другой части города. И Наш он- Бувляк, ну, он он такой, он прям воскресенье. венгерский, там все А, венгерское. прикольно. Сыры венгерские. Мне нравится, знаменитые. я подписан в листе на чувака какого-то, по-моему, называется Империя антиквариата или Империя винтажа, что-то такое. Он ходит по сербским, по черногорским бавлякам, Ага. находит какие-то Машины. редкие вещи, а потом их на eBay продает дорого. Слушай, ну это же прям вот у чувака прям бизнес. Да, Круто у него же. Круто серьезно, у же. него ангар целый. У него там все это напихано, и он там типа идет такой, о, лампа. Такой, там Продам ее цыгане американцам за 500 да, долларов. там цыгане стоят сколько? 500 динар, типа, он такой, давай. А это 62-го года, редкой коллекции, короче, какая-то дизайнерская лампа. Блин, вот, круто же, круто. Ну это вот шарить надо. Это надо, да, и прям погружаться в этот вайб Да, балканский. Ну здесь прям круто. Черная мама вот, или кто? Мата это что? Мама? Мата, Мата. Мата Хари. церни мата. Цирни Мата. Пап. Причем, как бы дверь, да, пап, и вот две машины стоят. Видимо, пап не работает. О, тут прям Невский. Тяжело. Что, переходим? Да Бандики. пойдем по этой стороне, она пошире вроде. А, мы туда хотим, да? Да, нам туда и налево, нам сейчас к башне пойдем сходим. А, пойдем. А спустимся по левой части как раз. И вот еще старая славянская традиция навешать кондиционеров на фасады. На исторические На фасады. исторические, да. Сейчас вроде их убирают, уже законодательно запретили. Здесь вот насколько оно лучше выглядит, да? Ну, еще подкрасили там. Да. Скорее всего, это стоило каких-то конских денег. Черепица вот это сколько стоит, это ж вообще пипец. Самое интересное, это, скорее всего, даже просто жилое обычное. Да? Да. Мы И такое рамы старые рамы Ага. вообще. Мы такой еще не И смотрим. Вова такой красивый там, смотри. 1763. пожалуйста. Офигеть. Вот, да. Вот. Но они заморочились, кстати, обрати внимание, смотри, фонарики повесили. Да. красиво. Вот. Ну, единственное, что, да, вот они поленились черепицу взять черепичную, они пластиковый туда А, это накидали. пластик, думаешь? Да, это пластик. А, Ну, как бы это желание владельца, с Ну, 3 может быть, метров денег смотрится нормально, да. да, может быть, денег не было просто. Мне кажется, это жилое, то есть это не учреждение какое-то. Здесь надо сказать, что здесь в Сербии люди, которые живут в доме, да, вот в городском, вот в таком, они сами оплачивают все ремонты, крыши и прочего. Коммунального фонда тут как такового нет. Есть фонд дома. Это типа 30-й год, что-то такое, наверное. Вот им не помешали бы. Им нужны деньги явно на ремонт. Помыть фасад им надо. Помыть фасад, да. У нас крыша протекла. Вот мы живем примерно в таком доме, только чуть побольше. В старом Титовском. Крыша протекла. Ну, это ты понимаешь, это до войны. Это, Да. Не, у нас такой хрущ, ну хороший такой хрущ. Так 500 тысяч динаров ремонт крыши. И на все Два- квартиры поделили там, да? и, Там, причем там живут, там 17 квартир, а живет из них половина. Остальные уехали там, ну, сербы же разъезжаются, кто в Австрию, кто там в Германию. Половина квартир пустая, получается 8 человек. 500 000 на 8 человек, а еще фасад 2 миллиона. Вот оно на то и выходит. Видишь, как качалочка, фризер за Да. собак. Закусочные любимцы, да, закуцы. Поэтому и не хватает, видишь, людям денег на это, потому что оно все конских денег стоит. А еще, например, у тебя крыша протекла, вот почему черепица может быть пластиковая? Они, может быть, посчитали, что это типа твоя забота вообще. Ты живешь на верхнем этаже, Ну да. у вас там делай сам. две квартиры, вот сам и делай. Нам не течет. Нам-то, да. И, возможно, пластик поставили, потому что просто было реально дешевле на двоих скинуться и поставить. Вот историческая мороженка. О! Вот мои любимые старые надписи. Старый майстер. Или что там? Сладолет Сладолет майстер. Сладолет. Как Сладолет. Сладолет мастер. Ну, в Субботице сладолет, говорят. Я не знаю, как здесь.
Перевожу для тех, кто не в курсе. Мороженое, которое делает мастер. А внизу написано: мы волим свой посыл, мы любим свою работу. Вот так-то. Какие цены на сладолет? Добре, да. А какая цена на сладолет? Куба А, складає о. 200 200, ага. і корнет 80 доларів. В общем, $2 кружочек и корнет. А рівень чаша. Чаша, да. Этот рожок, короче, 70 центов. Если на доллары Лаванда переводить. есть. Да, тут, Все йде синдрома. тут еще такие старые холодильники. Айвар. Мороженое с айваром. Айвар! Айвар это типа как это, кабачковая икра, Как лечо, да. как лечо. Класс. Вот это аутентик. Мушмула. Мороженку мы не хотим? Тихо. Я еще не, я ел недавно. Ладно. Что Что случилось? дробление костей? Металлический столбик. Очень сильно. Ты с камерой Еще шел? на рынке. Ну да, я ж смотрю, что у меня за цвет. Иду, терплю. Периодически, наверное, открытый перелом. Ни звука не Если издал. что, на этих съемках, да, Вова пострадал, сломал себе обе ноги, но не издал ни звука. Еще из окна выпал и Еще загорелся. был из окна и загорелся. да. Но мужественно продолжил снимать. Кстати, вот такое экзотическое мороженое я в первый раз в Венгрии видел. С айваром? Не, ну не с айваром, ладно, с лавандой, там еще с чем-то. А, С айваром я сейчас, ну, даже это, я бы попробовал, честно говоря. Интересно даже. я не видел, да, такого. А в Венгрии есть, кстати, прекрасный пригород Будапешта под названием Сент-Андре, который, как выяснилось, основан сербами. А, да? Да, и там куча всяких вывесок на сербском. Живут сербы, короче. И мы там были какое-то уже там, мне кажется, несчетное количество раз. И вот в последнюю поездку в Венгрию уже отсюда, из Сербии, Ага. мы туда приехали, и я такой: о, да тут вывески-то какие знакомые. На нашем, на родном. Да, да, да. И в рейстиках в меню плескается там всякое такое. Слушай, ну да, прикольно. Ну там еще вот это мне понравилось, эти старые мороженые аппараты, вот эти холодосы. Это прям аутентик. Вот, но здесь такое состояние разрухи небольшое. И здесь стопудово потом появятся хипстеры. И они там все застроят. Ну как в Вильнюсе Ужупис же привели в порядок, там же целый район стоял полузаброшенный. Сейчас арт-квартал, Вот, дико вот. популярная республика Ужупис. Здесь кластер такой ресторанный начинается, тут куча кафешек. Ага. То есть ты съел печеную свиную ногу на рынке с просека. Да-да-да, погулял Взял с чуть-чуть. собой оранж вайн и пошел еще пить дальше. или есть. Съел, зашел, съел шарик мороженого с айваром. Ну какое здание, смотри вообще. Тоже отреставрированное. Красивое. Блин, этот шарик с айваром меня не покидает теперь. А что не взял, съел? Да бы? что там не знаю. Ну обратно пойдем. Я не подумал об этом. Вот, здесь ресторанчики, терраски. Можно обедать с видом на Дунай. Да, да, да. Периодически летом, когда тепло, хорошо, даже где-нибудь сажусь. Ага. И даже по работе какие-то созвоны могу отсюда провести с Дунаем у себя на фоне. Чтобы все завидовали, да? Я хочу просто про сербский язык вот людям рассказать. Точно это не заточенное до остроты пиво, а это разливное. Особо сюда туристы и не ходят, потому что все в Белград в основном ездят. А получается все-таки туристическое. Ну такая, не для всех, для самых таких туристов, кто нашел в себе силы. Да, Ну и такой, да, а да. съезжу-ка я вот в этот Ну, странный в район какие-то Земун. туры Земун обычно не входит. То есть вот кто туры там берет, там с экскурсиями по городу, с пешими. Ага. Я не видел, чтобы здесь кто-то группами шастал никогда, короче, такого не было. Вот, Вот, то есть ты видишь, когда открываем жемчужину по центру буквально. гуляешь, да, там обязательно Да, кто-нибудь будет. всегда, да. И по там этого, и в районе Калимегдана будут ходить, и по пешеходной будут ходить. Вот, а здесь такого нет.
А вот мы сейчас едем, это миленько. Вот то, что справа, это раньше было территория завода ИМТ, который делал трактора. Вот, теперь здесь вот построены такие красивые дома. Мгм. Вот, а это уже аэропорт Сити. Начинается аэропорт Сити, тут был военный аэродром, и его закрыли. Стекляшечки, Да, да? вот эти стекляшечки. И там сейчас, кстати, открыли интересную вещь. Там оставался один из ангаров. Ну, вот как вот этот примерно справа, да, там вот строится который. Мгм. Вот, был еще один ангар, и там сделали фудкорт здоровый, типа как в Питере, как Василий-Островский рынок, как в Москве депо, короче, вот такое вот. Это, кстати, прикольная штука, да, таких в Сербии. Где-то я нигде не видел. А чё Вова там молчит? Меня укачало. Серьезно? Ты же автомобилист. Так я не за рулем и смотрю в телефон. Ну, кстати, есть такое немножко. А у тебя iPhone? Так точно. Включи точечки от укачивания. Поздно уже. Просто уже укачал. Пакетик. Да, кстати, что тут за машина-то у тебя? Мы так и не договорили. Это Volvo XC90, куплено в Сербии, у серба. Что-то ломалось, что-то делалось. Вбухано куча денег просто, чтобы оно ездило. Но сейчас оно ездит, меня радует, мне нравится. Ну, выглядит хорошо, тут прям Люкс. типа дерева или что? Тяжелый люкс, да. Тяжелый люкс. 450 тысяч пробега всего немного. 400. Сколько до Москвы отсюда? До Москвы 2,5, наверное, где-то. 1000? Да. То есть 400 тысяч это немного? 200 раз до Москвы. 200 раз до Москвы, нифига себе немного. Я покупал 1000 400 тысяч пробег был, вот 50 тысяч уже намотал. Царь-батюшка доволен такой машиной? Да, нравится, причем, ну, достаточно мало популярная в Сербии Volvo все-таки, да. Я еще в России хотел себе вот именно 90, и здесь решил мечту сбыть, так сказать, и купил, и все нормально. Почему елочки нет? Должна быть елочка. Блин, мне не нравится елочки, меня от нее укачивать начинает. Нас это и так сейчас всех укачало, очень без проблем. Так, а сколько стоила такая машина? 8 тысяч где-то, 8 тысяч евро? да. Слушай, я думал, она больше стоит. Ну, сейчас больше. Здоровая. Ну, то есть там в какой-то момент дошло до того, что бывший владелец предлагал ее у меня выкупить. Серьезно? Да. Типа из-за инфляции или что? Не из-за инфляции, а из-за того, что ему понравилось, как я ее сделал. А еще и он очень хотел опять XC90. Вот, но я ему в итоге не продал, сказал, нет, чел, я тебе не продам. Хотел, ну, он прилично больше предлагал. Просто не хочу пока продавать. Ты же под себя нравится. делал, да? Ну да, мне нравится, я езжу. А что ты делал вот именно, что? Слушай, тут делали все на самом деле. Я ее купил, начались проблемы с мотором, меняли ГБЦ у нее, потом делали подвеску, делали тормоза, делали коробку. Периодически что-то нужно все равно делать, ну, не знаю. Ну, салон такой был, да? Я-то Нет, смотрю на ну деревяшки, да, сиденье я менял Это Т-60 сиденье. Мгм. Мне их из Латвии прислали контейнером, этим, как его, палетом Ага. через DHL. С кассетой было бы еще круто. Дерево и кассета. Есть версия с мини-диском, вот тут мини-диск стоит. Класс. Ну вот, на ранних это же машина, которая, по-моему, Volvo выпускала примерно всю историю Volvo. Вот, то есть они выпускали их с 2002 или 2003, там, я уж не помню, по 2014, а потом они эту линию еще продали в Китай, и в Китае она до 2018 года выпускалась. Вот это да. Значит, ты говоришь, как бы у Клаксона такая машина есть. Ну, была, во всяком случае. Была. Вот мы, кстати, уже практически по Земуну едем. Это граница Ну вот я Земуна тут бродил, и да, Нового тут этих Белграда. домов этих вот странных, маленьких. Ну, в общем, путь в Земун лежит Ну все, это уже довольно Земун. То есть, вот мы странным уже едем по Земуну. образом. Вот, то есть мы уже практически в центр Земуна уехали, Ага. на самом деле. Очень похоже, не знаю, на Пушкина, наверное, в Питере. Таким, ну, а здесь, во всяком случае, маленькие дома. Хотя Пушкин все-таки отделен от Петербурга, не начинается, блин, сразу за углом. Это вот странно. Ну, границы как таковой нету, то есть Ну он вот, просто да, смотри, переходит вот и все. спальник белградский. Да, Это вот, уже Земунский тоже. Земунский. Ну, Земун не состоит только из маленьких домиков. Тут при титовской власти понатыкано прилично домов. Мгм. Это парк Земунский главный, центральный. Реально это отдельный город, просто
Значит, отдельно город, то есть, ну да, у них там типа есть там своя администрация Земун. Ну как, она сейчас как администрация общины Земун, да, то есть как района. Вот, но в целом это там отдельное огромное здание, красивое, то есть там было какое-то, наверное, это как это называлось, губернское какое-нибудь что-нибудь. Ну, там. отдельно, да, Так, стоящий. как в Венгрии город. там у них это делилось, я, честно говоря, не знаю. Белградцы, кто постарше, периодически рассказывают, что типа они хейтят земунцев, потому что земунцы, они вот другие, короче. Да. Вот мы тут здороваемся, а земунцы не здороваются. Я не знаю, у меня в доме все здороваются. Вообще в Сербии, по-моему, все здороваются. Да, вот, но они вот, блин, они не здороваются. Хотя, казалось бы, Воеводина это типа как более культурное, ну, вот, с точки зрения Воеводины, да? Ну, То есть они же, наоборот, ругают Южную Сербию, что те там падежи неправильно произносят. ну, селюки, типа, да. Да, селюки, что типа вот и не здороваются. А мы вот здороваемся и правильно падежи произносим. Ресторан Шаран. По Шарам, да. Вот догадайтесь, что такое Шаран. Volkswagen. Volkswagen Шаран? Нет, до конца не пойдем, там все то же самое, в принципе. Вот там вот третий домик и все заканчивается. Относительно рыбных ресторанов, вот там в самом конце набережной есть ресторан, по-моему, Речник называется. Как-то так. Ну тоже здесь недалеко получается. Да, куда? да, 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 да. Там прям вот рыбка классно, очень вкусно. А в Шаране ты был? В Шаране не было еще. Они так выглядят, как Я будто не туда могу стоит всё сходить. Объять необъятное. Здесь живут фанаты аниме или это... Это Японский типа японский ресторан, Коноха японский называется. ресторан. Саски, вернись в Коноху. Не понимаю, о чем вы, но я это оставлю для тех, кто понимает. Он тоже пока не работает, да. Затворено пока. Ну, он из каких работает? С 3? С 3. Еще рано. Еще рано. Блин, ну я тут хожу, мне аж есть захотелось. Вот это местные были, как это, водные колонки. Ага. Пойдем. Вот так они выглядели. Достаточно много везде натыканы, но уже не работают. конечно. Оно выглядит как колонка фаната стимпанка прям. У меня на даче колонка выглядела раз в 10 меньше. Тут серьезный бизнес. Тут прям вообще качать не перекачать, что называется. О, работает. Прекрати это делать. Остановитесь. Пол Белграда без воды сейчас. Отрубил воду в Белграде, смотрите на него. Классно, да. Ну это я так понимаю, здесь просто стоял человек, да? Или что? Ну просто ты подходил. Или надо было денежку сюда положить? Да не, ты просто подходил, крутил вот сюда, ведерочку подставлял, тебе сюда лилось. Нифига себе агрегат, блин, с меня размером. Даже вдвоем. Офигеть. А я подозреваю, там вода достаточно глубоко, мы на горе, по сути. Я, ну так- да. я думаю, этим. Ну, и опять же, то есть в селе же у тебя колонка, она с водонапорной башни идет, она под давлением. А здесь это, скорее всего, выкачивание из недр. Я на даче выкачивал, на участке у меня была из недр, я вот так вот делал. Ну, Маленьким рычажком таким вот прям. И нормально она качалась. А тут прям... ну все становится меньше, компьютеры тоже были с дом размером. В Загребе точно так же в центре есть Дониград и Горниград. Только, по-моему, вот Загреб уже бы закончился. Вот он там начинается центр, а где-то здесь заканчивается. А, то есть там настолько плотно. Там очень маленький город, да, он прям... Банда продолжает движение наверх. Все замолчали, все устали парапкаться Потому наверх. что тяжко. Тяжко, да. Да, это придерживает домик. О, улица высокая. Смотри. В этот раз Так не и написано. Не обманули. поспоришь. И не поспоришь. И там вид... Подожди. Там в бок вид. Еще будут такие виды? Да, мы сейчас наверх поднимемся. Все, ладно, не пошел. А то наша мужественная банда долго карабкается вверх. Кис-кис-кис. Эй, мац-мац надо говорить. Какой кис-кис? Кискает он. В Сербии говорят не кис-кис, а мац-мац. Еще один новый интересный факт от Толика. Так, ну посмотрим, что у нас тут. Технология. С цивилизацией. Не. Не работает? Скажи добр дан. Да, скажи добр дан. Желем да пишкем. Jel radite? Nije.
Не ради. Otvoreno li? Ima koga? Gazdare? Bre, jebote hitno. Это был краткий курс сербского языка, сербского псового языка, я бы сказал. Так, кладбище, скорее всего, смешанное, да, венгерско-сербское. Да тут венгров не осталось, мне кажется. Ну, в Субботице там прям венгерское. Ну, если историческое что-то только. Смотри, вот это вот сербская традиция. Я, кстати, вот ее вообще, она меня пугает даже, я бы сказал. Ну, типа, вот тебе норм было бы жить свою жизнь, зная, что ты вот умрешь, и ты уже себе прикопал местечко. И вот уже Никакого головника, можешь спокойно отъехать и уже Не, а хорошо. Ну, это выглядит прям очень странно. Хорошо, окей, но вот он помер, она вот осталась, это любится одна. Если она себе другого сейчас мужа найдет, вот что дальше будет? Что? Еще на одном камне набьют. А здесь типа все, ок. Такая вот, да. Или это одна жизнь, один муж. По скрепному вообще так должно быть. Прикол у мужика и имя Сорболюб, значит любитель сербов. Сырболюб, да. Зовите меня Сырболюб, пожалуйста. Анатолий Сорболюб. Я себе сменю, сделаю двойную, Занчковский Сырболюб, чтобы вообще никто не мог Чтобы неправильно пассаж точно написать дали, его. да? Чтобы что? Пассаж точно Да, дали. они не смогут, Укреп- они напечатать не смогут. Укрепить свой кейс. Они в каждый раз моей фамилии допускают ошибку, Ну, поэтому... слушайте, красиво как. Лепотно. Что я тебе больше скажу, сербам очень сложно моя фамилия дается. У меня простая русская фамилия, прости, Шишкин. Прости, Шишкин? Ну, Шишкин в смысле. А, я думал, прости, Шишкин. Нет, не прости, Шишкин. Думаю, фига себе простая. Проститутка, проститутка, А, я проституточка. Тебя пишут с «хс», да, вот Да, это. меня пишут Схискин. А я Зайон Чковский, меня пишут Зайон Цеховский. Профессор университета. Слушай, у нас это есть по отцовской линии в Москве на Веденском кладбище. Иванович. Наше захоронение типа семейное. Веденское кладбище это бывшее немецкое, оно там уже давно закрыто. Вот, у нас там есть захоронение, там родственников лежит человек 20, короче, в одной могиле. Туда проезд уже передаем. урны вот так ставят, короче, потому что ну туда ни гроб не похоронить, ничего, там вот так вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Типа как склеп? Не, это просто, ну, достаточно такого размера, не знаю, ну вот как этих две, наверное, вот такое. Просто, ну, а обычная могила, на ней памятник, и на ней прям списки фамилий, как на этом, как на памятнике с солдатам, погибшим на Да, войне. да, Вот да, это. да. Там прям списки идут. Там, начиная там, с 1910 года у нас, что ли, и пошло. Офигеть. Ну, а кладбище там классное, кстати, красивое тоже, старое. Лютеранское. А вы лютеране, что ли? Нет. Ты даже заранее сказал, я сейчас спросить не закончил говорить, ты такой, нет. А еще интересный вопрос, а жили ли венгры в Земуне? Все-таки такая приграничная история, тут могли и сербы только жить на самом деле. Ну а до времен, когда это была территория Сербии, тоже что ли жили сербы? Не, ну подожди, ну когда это была Австро-Венгрия, здесь же все равно жили сербы. Да? Да, ну это же вся же Воеводина, это же Австросерб. Австросербы, Австросербия, да, потому что, ну, Воеводина, она почему Воеводина? Потому что там же жили сербы, бегущие от от турецкого гнета. И Воеводина, это же получается целый регион, который специально был набит сербами и буфером служил между Австрией и Турцией. М-м. Ну, Османская империя, окей, не Турция. Османская, да. Интересные факты ты рассказываешь. Но венгры при этом, например, я вот выхожу иногда, даже сейчас, спустя сколько, больше 100 лет после окончания Первой мировой, я выхожу иногда из дома, я могу идти куда-нибудь до банка, например, и ни разу не услышать сербскую речь. А, интересно. Ну, это Субботица. Вот прям субботица, это прям Венгрия. Мне кажется, что туда венгры, например, могли это перетекать позднее. Когда была богатая зажиточная земля там, Ну да, или, при например... Югославии. Да, потому что, ну, например, венгерский режим, хоть Венгрию там при социализме, при советской власти называли самым веселым бараком, да? Но все равно достаточно жестко, репрессивно. Ну да. И да. могли просто в Югославию валить, потому что здесь все достаточно лайтово было. Да, и живи при этом совершенно, катайся где хочешь. Да, К родственникам гоняй в Венгрию. Да, к родственникам в Венгрию, к друзьям в Советский Союз, хочешь в Англию, там, в Да, да, Штаты, да. куда угодно. А мне наш сосед Игорь, который серб,
Ага. Он рассказывал, что очень прикольно было наблюдать переход от титовской Сербии Ага. к Сербии, вот от Югославии, вернее, титовской к Сербии настоящего, потому что раньше венгры в Венгрии очень злились и завидовали венграм в Субботице, а сейчас наоборот, потому что поменялась экономическая ситуация, и теперь здесь беднее, чем там. Ну да. Ну, там же вообще, получается, на самом деле, вся Югославия начала куда-то, не пойми куда, катиться еще в последние годы Тита, да, там. В 1977 году был уже в целом мировой такой кризис Да, экономический. И по Югославии он очень сильно ударил, и стала ломаться, рушиться экономика. Тита, как гарант, это вокруг себя все еще более-менее еще держал, а когда он помер, все просто стали разбегаться. Ну, вот мы вышли, это главная улица, ее конец с этой стороны, да? Дальше туда уходит улица Царадушина называется. Я вот по ней, по-моему, и приехал сюда первый раз, да, на Да, автобусе. скорее всего. Вот, но там едешь, там достаточно долго все вот в таком вот виде и будет. Вот как вот те домики, они вот так вот вдоль дороги Ну, да, стоят. да. А вот здесь О. прям я въехал такой, Ага. наверное, это центр. Ну да, да. Только я перепутал центр Земуна с центром Белграда. Мы когда в первый раз в Белграде были в 21 году, мы с женой прилетали, как туристы просто. Как раз там ковид заканчивался. Жена такая, типа, ну вроде все, там мы достаточно долго были, пару недель. И ну, весь Белград уже облазили, жена такая, поехали, съездим, там интересная какая-то штука есть, Земун, да, посмотрим. Я говорю, ну поехали. Вон она. Да. Рядом с Белградом. Земун рядом с Белградом. И мы таким, давай, поехали. Сели на автобус, что-то едем, что-то дождь, пробки, такой думаю, да сколько же ехать-то? А там маршрут был, который как-то петлял вообще, то есть, ну, то ли сели не туда, потому что, ну, Ну, сейчас... наверное, сели не туда, да. Да, вот. И в итоге вот сюда приехали, такой, да, класс. Реально как другой город. Сумасшедшие русы, на которых все смотрят. Потому что мы идем с камерами Фильм оба. про бедность чуть не сняли. Че, задепаем? А вы играли в эту фигню? Я нет. Мне кажется, я никого не знаю, кто в нее играл. Кладионица? Из переехавших. Нет, про Бет. Ну, Про казино. вот эти. Кладионица. А, ну Кладионица, да. Хотя мой знакомый Сеп там работает. Не, у нас знакомые есть, которые ходят везде, где можно, всякие ставочки ставят. Ну, это, по-моему, болезнь какая-то, нет? Ну, прям лудомания, да. есть Лудомания, такая история, да. И здесь вот, если, опять же, для моих зрителей, если вы собираетесь прямо переезжать в Сербию, Если вы лудоман, и если вы лудоман, подумайте 10 раз, потому что здесь эта фигня на каждом углу. ну это, кстати, одной прям из проблем даже Сербии. Считается, у них лудоманов очень много. Тогда квартиры, машины, Народ, всё, да, там сливает вообще. Сколько А зачем ездил по Европе, бороться? оно везде есть. Да. Зачем с этим бороться, если это приносит бабки, да? То есть, Ну, да. Человек же осознанно это идет, это ж не какое-то мошенничество там, то есть он же сам, да. Ну, самая зарегулированная горка в Германии, да, там получается у тебя процент, который ты можешь проиграть, привязан к твоей зарплате. И ты всегда везде авторизуешься по своему ID в любом аппарате, там, на любой заправке. Ага. И вот в месяц ты не можешь проиграть сумму больше, чем Слушай, вот у тебя выделили. Вот это нормальное регулирование. Потому что Ну да. за дураками надо следить. Вот мы следим. И сказал я и повернул камеру на Вову. Зора, вот старинная надпись. Старинная, очень старинная, да. 15 века. Тоже какая-то, Вот да? эту штучку. Расскажи, кстати, я не рассказывал еще ни разу Я про сказал, это, да. это в Сербии прям такая традиция. И в местах, где знают этого человека, развешивают вот такие таблички. И кто хочет прийти с ним проститься, они знают, где это пройдет, вот, да, там. Вот там написано «Новом гробле Белграду». Да. Вот, и приходят. В Субботице есть целый столб огромный. Да, на столбах
Часто вешают на подъезде дома, например, могут повесить, да? Да, да, да. Вот. Вот такие вот традиции. Вот эта пешеходная улица тоже. Ага, все-таки у вас есть все-таки Да, пешеходная да. И улица. она приходит. Ну, пойдем пройдемся уже. Русская аптека. Почему-то здесь считается, что если русская, то значит хорошая. Да, торгуют они БАДами. в А основном. торгуют они всяким хламом, да. Всякие солевые лампы, Не, я БАДы. полезная, там покупал муравьиную кислоту. А натропы там купить можно. Наотропы. Да. Чтобы я еще знал, что это такое. Всякие таблетки, стимулирующие деятельность головного мозга. И типа не по рецепту, ничего. Да, да. Ладно. Но пешеходка, вот честно, выглядит не настолько привлекательно, как вот набережная Дуная, по которой мы с тобой шли. Ну да. Просто обычная пешеходка. Ну а мы сейчас в итоге к главной площади выйдем. Вон нам. Что лё классик в любом европейском городе. Пешеходка, главная площадь, на которой будет церковь и какое-нибудь здание мэрии. Либо оно будет объединено. Все. Порточки можно купить. Порточки, да. Недели сербской моды в Сокольниках. Пожалуйста. А, это повольно. Я думал, половно написано. Повольно. Ну, половно, это же бушный. Не, а повольно это типа выгодно. Да. Но главное не перепутать. Вот, пожалуйста, здесь победили чуму. О, такой же чумной столб. Ну, не такой же, там, огромный чумной столб есть в Будапеште, на горе там, возле этого. Мы когда, помню, к нему подошли первый раз. Вы знаете, что это за красивая башня? Там просто она охренительная такая. Да. Это чумной столб. Нифига у вас чумные столбы. И вот эти дома возвышаются. Добро пожаловать в Белград, там вы сразу это поймете. Я жалею, короче, я когда только прилетел, у меня еще семья не приехала, и снял квартиру около Генекса, как раз мы там жили какое-то время. Вот, уже снял квартиру, вещички туда перетащил, пошел это дело отметил днем. И ходил там, гулял по району, пришел к Генексу. Такой, зашел внутрь, там охранник сидит. Я говорю, типа это, как-то, ну я же сербский тогда не знал. Я там типа, а може, я тут это, погуляю, пофотографирую. Он такой, не. Я говорю, типа, у меня есть 20 евро. Он такой, иди. И я полез туда, и у меня сел телефон, короче. Блин, ты прямо в башню залез, которая не жилая, да. Я там вот скотина. походил, полазил, короче, было интересно. Там, то, что там были, там ходишь, короче. Не, ну все, блин. Нет, я пытался 2 раза или 3 раза, меня не пускали. А 20 евро Цена предлагал? билета 20 евро, теперь ты знаешь. Теперь там ремонт, там все вытащили теперь. Да, там было как люди вот только ушли, короче. Тут только очень пыльно. Ну да, как будто люди ушли просто с работы, да, и все. О, я там по нескольким этажам дверца. полазил, было прикольно. Блин, Ну вот круто. администрация, суть. Вот администрация. Ну на Питер похоже. Да, есть такое. Ну такой, московский район, вот это вот вся. Где наш оператор потерялся? Вон он. Здесь, кстати, очень атмосферно, периодически на лавочках сидят мужики такие лет 50, пьют пиво, играют на гитаре сербские песни. Какие-то вот вывалились вот оттуда такие. Прям Ну вот, очень, да, похоже. движутся. Вот, там типа у них там где-то, как всегда, у сербов там в 2-3 рабочий день закончился. Вот, и они здесь тусуются, пивко пьют, на гитаре играют. Чаще всего я у них слышал самую сербскую песню «Белла Чао».
Над черепичными крышами Земуна возвышается его главный символ – башня Гардош. Многие ошибочно считают ее средневековой, но на самом деле это памятник 19 века. Башня была построена в 1896 году венгерскими властями. Официально она называется Башня Тысячелетия или Башня Яноша Хуньяди. Таких башен было построено несколько по всем краям страны, и Земунская была самой южной. Ее роль во времена Австро-Венгрии была в первую очередь символической. Она должна была демонстрировать венгерское присутствие и власть, глядя прямо на Белград. Интересно, что хотя башня и носит имя Яноша Хуньяди, великого венгерского воеводы, он жил за 450 лет до ее постройки. Он действительно умер здесь, на Гардаше, в 1456 году, после героической защиты Белграда от османов. Башня стоит на руинах той самой средневековой крепости, где и скончался Хуньяди. Это башня Гардаш. Я так, кстати, понимаю, это символ Земуна. Она на всех открытках. В целом, да. Эта башня, построенная венграми, они были пограничными. А, ну да. Как раз, чтобы смотреть на Белград, который Да-да-да. на другой стороне, на другом холме. Вдруг там турки побегут. Да-да-да. Но это как бы башня, да, это не храм никакой. Да, Храм да. сзади. Смотри, обнаружен ГУЛАГ. Это они заземление так сделали. С колючей проволоки. Да, вот оно подключено сверху. Технология. Вот вам технология для вашего загородного дома. Будете делать заземление, сделайте его из колючей проволоки, чтобы молния еще и порвала себе кожу, пока будет спускаться. Технология Вот оно ГУЛАГа. идет, да. Все прикольно отсюда выглядит. Видно весь Новый Белград. Надо Да. сейчас приблизить будет, и я сниму. Ну, пошли на этот. Пойдем, да. Оттуда хорошо. Хотя вот там, где Вов встал, там. Да, раньше типа было видно город на соседней стороне реки в отдалении, а сейчас видно Новый Белград. И Рудо тоже видно. Да, вон оно. Ну, то есть нам сегодня с погодой повезло. Да, прям все видно. Итак, сейчас я приближу. Обзор видео от Толика. Генекс, про который я делал фильм. ВС-65. Вот это что такое? Ну, ВС-65 называется Тауэр. Ну типа новый. Да. какой-то. Это Ага. башня стеклянная, большая, красивая. И в Генексе я смотрю. Ой, в Генексе, господи, я уже все путаю. В Земуне. Раз церковь. Это ратуша, да? Ну, она церковь тоже считается. 2 и 3 церкви на такое маленькое расстояние. Вот на краю Земуна уже застроечка белградская, вот эта вот бруталистская. А вот там вдалеке возвышается Рудо. Восточные ворота Белграда. Мне Да. кажется, Тут, ну, все видно, да. отсюда вид-то лучше, чем от Калимегдана какого-нибудь. Или, там, Ну, с Восточного. Калимегдана вид сюда. Да, потому что оттуда ты видишь Новый Белград. Ну, да. И особо ничего больше не видишь. Отсюда ты видишь и Новый Белград, и старую застройку Земуна, и старую застройку даже чуть-чуть видно Белграда самого. Обе реки видно, да? Получается, Да, вон да. Сава идет. Вот она втекает в Дунай. Да, это Вот Дунай. вот Вратный остров. Ратный остров это вот этот перед нами. Да. Он вот реально Расскажи, круглый. что такое Ратный остров. Ну, Ратный остров это просто остров, который, он, получается, находится вот на этом вот промежутке от Калимегдана, из Калимегдана вот его видно, где там лес, Да. из Нового Белграда от Югославии и вот здесь у Земли. Вот такой, ну, круглый практически. Он достаточно дикий, там летом пляжики есть, и из Земуна строят, летом обычно складывают туда понтонный мост, и можно перейти. А еще периодически в Новый Белград, в Паркушче, оттуда из Ратного острова приходят кабаны. По понтонному мосту. Не, они переплывают реку просто и гуляют по этому Паркушче, там все в панике носиться начинают сразу. Об этом новости сразу все говорят, что опять пришли кабаны. Снова кабаны. Да. То есть, ну, он достаточно дикий. Ну, ратный типа для сражений остров, поскольку Ну, он как раз военный, да, военный. да. Он находился вот как раз на Там какая-то пересечении. база есть, да. Савский мост он назывался, зеленый, железный, который на Ватерфронте грохотал. Да, который сейчас разобрали. Вот, его сейчас разобрали. Его построили немцы в войну, как временный. То есть они его такие, типа, давай по-быстрому соберем. И, потому что все мосты были взорваны. А на противоположной стороне от Савского Венеца, там от старого города, здесь на стороне Нового Белграда находился концлагерь. То
Там вот эта вот грустная вот эта вот история, там Старосаймишта, так называемая, ну, Ее даже можно, наверное, увидеть, эту башню. Ну, в общем, где-то белая здесь. башенка Да, такая, белая да. башня. Там сейчас вот это вот, там несколько памятников. Там Музей Холокоста. музей там Холокоста. И, соответственно, мост изначально просто временный. Такой мост, который Петроворадинский в Нови Саде. От Петроворадина к Новому Саду. Но- Его построили как временный, потому что НАТО разбомбило все мосты. и он, И он до сих пор стоит временный. Нормально. По нему столько Нет народу. ничего более вечного, чем Да, временное. да. Народ понимаешь? ходит, ездит, я понимаю, сколько ездит. Я не знал, что он временный. Временный, да. Мне у Петроворадина очень нравилась вот эта вот опора совсем старого моста, который еще в Разбомбленного. Первую мировую взорвали, да-да-да-да. из которого желтую подводную лодку сделали. Сейчас, по-моему, уже А убрали. ее сдуло, она там как-то с края, она же из брезента была сделана, ну, из этого, как эти вывески делают. Вот, и она там как-то слезла, сдула, ее там видно, кусочек еще там болтается. Да, это прикольно. Я когда приехал, такой, здесь фанаты Битлз или что здесь? Какая-то история связана с Битлз. Нет, просто подводная лодка. В общем, вот наш оператор, спасибо ему большое. Вова, Император. и наш оператор-император, да. Император камеры. Это вот скромный Вова, который ходил просто рядышком, хихикал. Но мы обязательно с ним еще прогуляемся. Я повторюсь, он много чего тоже знает интересного. У нас уже есть целый список дел. Ну и Иван, наш айтишник-историк. В общем, спасибо, что сегодня были с нами. Не переключайтесь, подписывайтесь. Все ссылки, как всегда, там в описании. Бла-бла-бла, вы все это знаете. Давайте музыкальную заставку и погнали в следующий видеоролик. Пока.